В моменты страшной опасности способна выручить только самое близкое сердцу создание. И ни при каких обстоятельствах не вздумай отнимать этот сгусток любви. Ведь в случае повторных неприятностей уже некому будет обратиться за помощью. Зато инстинкт самосохранения использует любой доступный способ спастись. И это может привести к очень печальным последствиям. Уиллоу молодая, довольно грубая девчушка со сложным характером. Ей палец в рот не клади, с костью съест. Будучи вполне здоровой физически, имеет по 150 единиц хп и голода. Она не совсем в порядке ментально, всего 120 рассудка. В придачу и пироманьячка к тому же, стремится поджечь все, что двигается и не двигается. Отличительная способность – крутая зажигалка в инвентаре при старте игры. В Тугезере кроме нее еще и обгоревший, держащийся на паре ниток медведь Берни. В одиночном Don't Starve зажигалка работает отнюдь не на топливе, а на таинственной материи или, возможно, на намерении Уиллоу поджигать. Иначе объяснить бесконечное топливо не получается. Зажигалка предлагает легкий старт новичкам, для которых провести ночь с доставучей Чарли может быть проблемой. Для остальных же перк так себе. В первые дни факельные ресурсы собирать все равно придется, и зажигалка это лишь некоторая экономия, не то чтобы ценных предметов. Для факела всего-то понадобится 2 палочки и травы, к тому же освещать он будет чуточку лучше. Теперь о персонаже. Чтобы открыть ее в одиночке, тебе понадобится прожить 8 игровых дней за другого перса. У Уиллоу любовные отношения с огнем в любом его проявлении. Он не наносит ей урон и даже наоборот, поднимает рассудок, и чем больше горячих предметов в небольшом радиусе, тем выше скорость восстановления. Это работает и если она сама горит. Правда, гореть способна только в Тугезер, где и появляется возможность фармить рассудок от лавовых озер. Но есть и проблема в одиночном Don't Starve. Когда рассудок опустится наполовину, Уиллоу может поднять его любым и доступным способом. Спонтанно поджечь предмет. Это могут быть кустики и цветочки, а могут и важные постройки на базе. Контролировать приступ не получится, потому ни один предмет не может быть в безопасности. Так игра за Уиллоу превращается в сидение на пороховой бочке, готовую вот-вот рвануть, а забота о падающем рассудке и установка снежкометки на базе первостепенной задачей. В одиночке Уиллоу подходит для новичков во вселенной Don't Starve, у которых нет планов прожить 1000 дней и строить огромную базу. Генерируя возгорание, она привносит в выживание больше ярких и запоминающихся моментов. Прекрасный выбор мазохиста. В Тугезер же поджигательница имеет небольшие, но интересные особенности. Зажигалка больше не утилизирует загадочную энергию, то есть получил индикатор прочности на 10 минут, что все равно намного дольше факела. Чтобы сберечь прочность, не стесняйся использовать любимую мною и Уиллоу тактику. Поджигай рядом находящиеся предметы, заодно пополняя рассудок. Но смотри, чтобы они не находились рядом с чем-то важным. Впрочем, крафт на новую зажигалку не то чтобы слишком дорогой. Понадобится веревка, золото и 3 лепестка. К тому же, в Тугезер есть преимущество перед другими источниками мобильного света. На зажигалке можно готовить еду прямо как на костре. Кстати, о костре. Здесь же, в Тугезер, Уиллоу стало эффективнее остальных его разжигать, быстрее готовить на нем и шустро тушить возгорание. Действительно, кому как не поджигателю владеть таким скиллом. Также она стала менее восприимчива к жаре, в отличие от других персов, легче ее переносит. Зато восприимчива к холоду, мерзнет в разы быстрее, как бы подбивая игрока что-нибудь сжечь. Ну вот ту елочка в уголке карты, этот пень на опушке, этого засидевшегося допоздна тиммейта. Зима для Уиллоу отнюдь не самое приятное время года. Как ты понимаешь, заготавливай больше дров, теплой одежды, ну и про термальный камень не забывай. Взамен на существенные недостатки, в многопользовательской неголодайке есть и милый баф. Игру Уиллоу стартует с лучшим другом детства, Мишкой Берни. В обычном состоянии медведь просто игрушка, рваная ткань с торчащими нитками, набитая пухом из пуговицы вместо глаза. У Мишки есть прочность, которая не тратится, если находится в инвентаре. Так а зачем же может понадобиться его оттуда доставать? Дело в том, что малютка восстанавливает по 2 единицы рассудка в минуту, находясь у Уиллоу в руке. Им же можешь и атаковать, нанося 10 урона. Правда, потеряешь дополнительный процент прочности.
У Мишки есть и темная сторона. Стоит подружке сойти с ума, опустить рассудок ниже 15%, и он станет гигантом с гордым именем Берни. В таком состоянии будет приманивать на себя теневых монстров и атаковать нападающих на подругу мобов, раздавая по 50 урона за раз. Появится и индикатор здоровья на 2000 единиц. Залечить, правда, не получится, да и защищаться он не умеет, зато имеет неуязвимость к заморозке и огню. Преданный друг будет защищать Виллоу до последнего, пока состояние не вернется в норму, ну или до своего трагичного финала. После своеобразной смерти Берни не исчезнет, а будет валяться с нулевым запасом прочности. Есть возможность заштопать его швейным набором. Понадобится бревно, 8 паутины и 2 клыка гончих. Ну или шей нового. Впрочем, что уж там, шей сразу несколько Берни. Правда, учитывая, что гигантским станет лишь один. Для крафта понадобится по 2 паутины, клочка бороды и шерсти бифала. Половина необходимых ресурсов выпадает из мертвого Берни через 3 игровых дня. Да, уже не тот лучший друг, конечно, но идентичными свойствами обладает. Реворк в Together не спас Виллоу от репутации персонажа для новичков. Мало кто за нее играет, да и редко встретишь пироманку в командах, ведь ее особенности не дают преимуществ другим игрокам. Конечно, есть у Виллоу и поклонники, которые мастерски уворачиваются от проблем персонажа, уверенно используя преимущества. Но захочешь ли ты стать таким мастером?